Привет, друзья! В этом видео вы увидите, как разблокировать телефон Huawei. Модель сейчас узнаем. Модель Kun или Kan U29. Это, по-моему, Huawei Y5 Так, включаем. И будем пробовать его обходить Google аккаунт. Всем привет! Вы на канале Девайс. Приступаем. Вводим пин-код сим-карты. Так, давайте я покажу, что он заблокированный. После сброса настроек здесь подключаемся к Wi-Fi сети. Так, у нас выбралось сообщение, чтобы наши данные все сохранялись на флешку. Я выбрал подтвердить. Телефон перезагрузился. Сейчас после перезагрузки продолжим. Так, вводим пин-код SIM. Выбираем язык. Подключаемся к Wi-Fi. Если у вас нет Wi-Fi, вставляйте симку с рабочим интернетом. Вводим пароль к Wi-Fi сети. Соглашаемся с условиями использования. Видим, идет проверка нашего аккаунта. Здесь не поможет ни прошивка, не поможет ни сброс настроек. Мы будем обходить с помощью двух программ. Видим, что у нас выскочило уведомление «Подтвердить аккаунт». Для того, чтобы продолжить, нам нужно войти в Google аккаунт, который был синхронизирован с этим устройством. Мы его не знаем или пароль не верен, мы никак не сможем продолжить настройку телефона, если не зайдем в Google аккаунт. В этой модели телефона это, я считаю, сделать немного проще, чем в других. Так, давайте нажимаем, вот здесь есть клавиша у нас боковая, нажимаем ее и держим. У нас выскакивает сообщение, как пользоваться EasyKey, то есть вот этой кнопкой. Нажимаем ОК, нажимаем ее еще раз. Все, нам выскочил Google. Так, здесь вводим первое приложение, это Google Account Manager. Переходим с помощью Chrome браузера по ссылке. Будем устанавливать версию 5.1. Так как это приложение у меня уже скачано и установлено, на видео вы увидите только имитацию скачивания. Его нужно установить, но открывать его не нужно. Видим разные версии. Так, начнем мы 5.1. Будем пробовать с этой версии. И тогда по нарастающей пойдем. Вот нам выскочило, что файл этого типа может причинить вред вашему устройству. Мы все равно его сохраняем. Нажимаем ОК. После скачивания нам должно появиться сообщение, что файл закачан. Здесь же в поисковику пишем и далее shortcut marker. Нажимаем на него. Переходим по ссылке первой. Качаем последнюю версию. На данный момент это версия 2.4.0. Скачиваем ее. Нам выскакивает такое же уведомление, что и перед этим, что это приложение может повредить наш смартфон. Мы все равно соглашаемся. Нажимаем «Открыть», «Снять запрет», «Установить». Идет установка
нашей программы. Нажимаем «Принять». Открываем его. Здесь нам предлагается удалить APK файл. Мы этого не делаем. Здесь пишем Google. Нажимаем «Готово». Выбираем аккаунты Google. И ищем, где у нас пишет аккаунты. Введите адрес электронной почты и пароль. Заходим сюда. Нажимаем «Просмотреть». Нажимаем 3 точки, вход в браузере, соглашаемся. И здесь уже пишем наш заранее приготовленный аккаунт Google. Нас выкинуло обратно в программу, перезагружаем устройство. После этих манипуляций у нас должен запрос на подтверждение аккаунта пропасть. Выбираем язык. Подключаемся к Wi-Fi. Видим, что мы пропустили пункт ввода аккаунта, он уже у нас не показывался. Далее нам нужно зайти в настройки. Нажимаем номер модели, номер сборки, давайте попробуем. Вот нам несколько раз нужно нажать номер сборки. Нам выскакивает пункт, что мы стали разработчиком. Затем мы заходим в параметры для разработчиков. Включаем функцию разблокирования OEM. Включаем ее. Так, дальше. Резервное копирование и сброс нужно здесь, чтобы было выключено. Дальше заходим в аккаунт Google, заходим в него, и нам нужно его удалить. Удаляем аккаунт, и теперь переходим к сбросу настроек. Нажимаем «Сбросить настройки». И после этого телефон у нас загрузится как новый из витрины магазина. Сейчас вы на своих экранах видели, как происходит сброс к заводским настройкам. Сейчас перезагрузка устройства. Все, телефон загрузился. Первый раз после сброса или прошивки телефон может загружаться до 30 минут. Опять же настраиваем телефон, выбираем язык, вводим пароль к Wi-Fi и соглашаемся с условиями использования телефона. Мы видим, что идет проверка аккаунта Google. Все, и видим, у нас телефон предлагает создать новый аккаунт или войти в действующий. Нажимаем «Пропустить». Все, у нас телефонный аппарат настроен как только с витрины магазина, если не учитывать его внешний вид. Все, надеюсь, это видео будет вам полезным. Всем спасибо за просмотр, ставим лайк и подписываемся на канал. До свидания.